Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала! Сегодня у меня видео по теме апсайклинг, то есть переработка и повторное использование старых вещей. Перебирая летнюю обувь, я наткнулась на эти босоножки. Естественно, я их помыла, постирала, они идеально чистые. Подошва у них в хорошем состоянии, но верх уже порядком наскучил, и эти резинки растянулись, босоножки болтаются на ноге. Понятно, что носить их никто уже не будет. Поэтому, чтобы не засорять окружающую среду, я буду делать из старых босоножек новые, которые прослужат еще пару сезонов, а может быть и дольше. Делать я буду джинсовые босоножки, таких у меня еще нет. Вот джинсы старые я нашла. Еще мне понадобится флизелин, немного бельевой резинки, ну и подходящие нитки. Нитки очень толстые, они руками не рвутся. Кстати, для таких переделок хорошо подходит обувь, где верх пришивается к подошве насквозь, вот как здесь. Первым делом, конечно, нужно снять верх, то есть распороть вот это все по кругу. И по этому верху я буду кроить новый верх. Смотрите, я вытягиваю через одну. Это говорит о том, что здесь был использован метод, вернее шов вперед иголку. То есть сначала прошивали в одну сторону через одну, а затем точно так же в другую. Я здесь сразу же поставлю отметки там, где у меня будет начинаться вот эта верхняя часть босоножек. С этими ремешками все понятно, с задними, они здесь впритык идут. Верх пришит к подошве вот таким шнуром. Я изначально планировала пришивать новый верх теми нитками крепкими в 4 или в 6 сложений. Но потом я вспомнила, что где-то у меня были подобные шнурки. Я их покупала для бижутерии, что-то там плести. И смотрите, я нашла точно такой же шнур, точно такого же цвета. 1 миллиметр его ширина. И здесь должно быть 20 метров. Ну, скорее всего, здесь уже не 20. Я, наверное, его использовала куда-то. Поэтому пришивать я буду тоже этим шнуром. Теперь по этой детали я сделаю выкройку. Я уже здесь подписала, что это левая. То есть вот это пойдет к центру, это пойдет наружу. Резинки эти я обрежу. Резиночки на новых сандалиях я буду делать, ну, чуть покороче, может быть, эти у меня, видите, растянулись. Так, у меня, значит, будет вот эта деталь и вот этот задний ремешок. Детали готовы, и кроить я буду вот таким образом раскладывать. Не так, а вот так, потому что джинсы эти стрейч, даже несмотря на то, что детали я буду дублировать флизелином, они могут потом растянуться, и опять сандали будут болтаться на ноге. Поэтому вот таким образом, здесь немножко совсем вот тянется по долевой, поэтому буду кроить так и вот так. Детали все готовы, продублированы флизелином, и ремешки, и эти. Теперь мне нужно сделать резиночки, которые будут соединять вот эти две детали. Резиночки я буду делать так. Смотрите, я приготовила уже ленту джинсовую из очень тоненькой джинсовой ткани. Припуски заутюжила. Сюда буду вкладывать резинку и, растягивая ее широким зигзагом, тоже не мелким, крупным зигзагом, резиночку туда внутрь втачаю.
спрячу ее там. Все готово к сборке. Сейчас сначала я сделаю задние ремешки. Вот таким образом я их стачаю по периметру, вкладывая сюда резинки. Там же, где они и были. Я посмотрела по старой детали, отметила. И затем уже буду стачивать вот эти две детали между собой, точно так же сюда вкладывая резинки. Строчку я буду также по краю прокладывать, ну, отступая, может быть, 3 миллиметра. Если у меня края потом будут лохматиться, это даже к лучшему. Как-то украшать сандали я не буду. Вообще можно было бы и кожей украсить, и сделать какую-то аппликацию, и бусинами, и расшить, и какую-то стежку сделать интересную, проделать фигурные какие-то отверстия, да, дырочки. Но я делать не буду, пусть у меня будут обычные джинсовые босоножки, самые простые. Верх сандалий готов. Здесь я пришила бирочки свои фирменные Jeans Evolution. И уже можно их пришивать. Но перед тем, как их пришивать, я хочу подошву вот здесь вот затонировать немножко. Видите, она побитая здесь, ну здесь тоже. Я ее сейчас протру спиртом и вот буквально эти места затонирую красками акриловыми по ткани и коже. Они хорошо держатся. Ну, конечно, они со временем тоже слезут, но тем не менее на первое время хватит.
Сандали мои готовы. И как мне кажется, выглядят они очень и очень даже неплохо. Я теперь, конечно, буду обращать внимание на всю свою старую обувь. Можно ли ее каким-то образом переделать или обновить. А сейчас я их надену и покажу вам, как они смотрятся на ноге. Я очень рада своим новым босоножкам. На этом я буду прощаться. Если вам нравится то, что я делаю, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем желаю чудесного летнего настроения. До свидания!